Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня в рамках заседания Президиума Госсовета вместе с главами субъектов Федерации, руководителями правительства, министерств, ведомств обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны. Россия, как известно, активный участник международной торговли, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи. Добавлю, что мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального юга. Динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой «большой семерки» и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется. Вот так, для интереса, для справки. Я и сам с интересом, честно говоря, на эти цифры смотрю. «Большая семерка» в 1992 году. Что она себе представляла? 45,5% мирового ВВП. А в 2022 году уже 30,5%. Было 45,5%, стало 30%. Прогноз на 2028 год 27,9%. А что со странами БРИКС? БРИКС без учета новых членов этой организации в 1992 году доля в мировом ВВП была 16,7%. Вот у семерки было 30,5%, а у БРИКС 16,5%. А в 2022 году у семерки 30,5%, а у БРИКС 31,4%. А прогноз на 2028 год 33,8%, а у семерки 27,9%. И тенденция, она вот такая и есть, она сохраняется. Она никуда не денется. Это объективные процессы, не связанные с текущей конъюнктурой даже конфликтов, в том числе на известном нам всем направлении. А БРИКС с новыми членами, конечно, там и ситуация другая. Там прогноз на 2028 год уже 38% глобального ВВП. Это значит, формируются настоящие рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, принципы сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста. Важно не только понимать эти тенденции, но и пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед нашим бизнесом, перед предприятиями. Нужно оказывать им содействие на всех уровнях. Как вы знаете, в текущем году завершается 6-летний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах Федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж. Позволили им пройти этап пандемии, а в последние 2 года перенаправить товарные потоки на перспективные растущие рынки. В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта. И мы договорились, что это будет сделано. В следующем году стартует обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере. Приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции, о которых я вот только что и говорил. Что хотел бы в этой связи отметить? Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта.
активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации. При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой, неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания и так далее. Отмечу, что с 2001 по 2023 годы объем несырьевого, неэнергетического экспорта России вырос более чем в 4 раза. Это хороший результат. 4 раза, не какие-то проценты, а 4 раза. С 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас. Это еще, на самом деле, не так уж и много. А вот за первые 7 месяцев текущего года ни сырьевой, ни энергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% до 89,8 миллиарда. По некоторым направлениям, например, по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат – это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку. В послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир, а именно к 2030 году увеличить несырьевой, неэнергетический экспорт как минимум на 2/3 по сравнению с 2023 годом. Это такая амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время. Первое из них касается проведения расчетов, разумеется. Мы все об этом хорошо знаем. В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит. Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократился вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях она приближается к 40%. Вот с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в 3 раза, до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на 2%, до 30% в целом. Мы продолжаем работу по этому направлению. Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы, формы и так далее, и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнеры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему. Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры. Я это хочу подчеркнуть. Очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную, с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран. Я хочу это подчеркнуть. Не только мы в связи с известными событиями этим занимаемся. Это во всем мире, это общая тенденция. Во всех регионах, и на Ближнем Востоке, и в Азии, все думают над этим. Все думают и придумывают различные варианты. Второе, на что хотел бы обратить внимание. За последние годы выросли расходы наших экспортеров на перевалку продукции. Подорожал фрахт судов, страховка и так далее. Очевидно, это прямое влияние на цену, а значит и на конкурентоспособность отечественной продукции за рубежом. Нужно, конечно, бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность, что называется, от первого до последнего километра, и прежде всего с перспективными рынками глобального юга, Африки, Латинской Америки. Ну, собственно говоря, на самом деле, традиционно наши рынки там и находились.
по сбыту нашей продукции. Они же там, прежде всего, были. Для этого развиваются новые маршруты и международные транспортные коридоры, такие как Север-Юг, коридоры в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, а также Северный морской путь. При этом, вновь хочу подчеркнуть, ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, складов, терминалов, обработки грузов и так далее, и так далее. А сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны, по выходу на новые растущие рынки. И в этой связи третье, на что хотел бы обратить внимание. Мы активно действуем по линии Евразес и расширяем зону свободной торговли с зарубежными партнерами. В то же время многие государства мира сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед у наших компаний, в этих странах сохраняются проблемы с поиском покупателей, с организацией деловых переговоров, с получением маркетинговой информации. Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом. Все это важные направления работы по линии правительства Российского экспортного центра, наших торговых представительств за границей и, конечно, регионов. Далее. Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентоспособной, экологической продукции. Важно также ответственно и профессионально ее продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей. Действовать нужно очно и дистанционно. И, как говорится, на земле и через цифровые каналы и торговые платформы. У Российского экспортного центра есть специальная программа, сделанная в России, которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. Я прошу правительство, РЭЦ, подготовить план совместных действий на этот счет. При этом добавлю, российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей. И, наконец, пятое. Экспортеры, прежде всего малые и средние компании, часто говорят о том, что у них нет единой картины мер поддержки со стороны правительства и регионов. Внешнеэкономические стратегии регионов зачастую не синхронизированы с федеральной стратегией, с федеральной повесткой. Конечно, отдельные субъекты федерации последовательно, комплексно развивают несырьевой экспорт, в том числе некрупного бизнеса. Для этого организованы региональные центры поддержки экспортеров. Работают команды профильных специалистов. В рамках межрегионального сотрудничества выстраиваются партнерства с дружественными странами. И это, конечно, вносит свой вклад в укрепление технологического суверенитета России. Задает более высокий темп экономического развития субъекта федерации, а значит и всей страны. Мы, конечно, должны и будем поддерживать усилия субъектов федерации в экспортной сфере. При этом хочу подчеркнуть, надо системно на всей территории России развивать экспорт, включая несырьевой. Увязывать между собой региональные и федеральные инициативы в этой сфере. И, конечно, прошу правительства и Российский экспортный центр помогать коллегам в субъектах федерации. Направить им необходимые, направлять им, формулировать своевременно и направлять соответствующие рекомендации. Уважаемые коллеги, поддержка экспортеров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки – это общая задача и бизнеса, и федеральных, и региональных властей, наших институтов развития и представителей за рубежом. При этом подчеркну, главная цель – это, как ни странно, не просто в увеличении тонн, кубометров поставок или сумм даже экспортной выручки. Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места именно у нас, в России. В этом конечная цель.
И, конечно, совместная работа с зарубежными партнерами над внешнеторговой инфраструктурой, надежными каналами поставок, глубокой технологической кооперации помогает установить более прочные связи между государствами и гражданами. В ходе нашего сегодняшнего обсуждения предлагаю исходить из этих принципиальных соображений. Знаю, вот мне Алексей Геннадьевич рассказывал, только что рассказал, как вчера шли дискуссии достаточно активно. Ну, это очень хорошо. Предложения глав субъектов федерации, которые прозвучали на семинаре, конечно, заслуживают внимания. Ряд из них мы сегодня обязательно рассмотрим. При этом прошу коллег из администрации президента обобщить все эти предложения и идеи. С учетом нашего сегодняшнего обсуждения направить их для детальной проработки в правительство. Давайте начнем. Пожалуйста, прошу вас, Александр Витальевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, у нас комиссия по международной кооперации и экспорту в рамках Государственного совета создана, заработала, уже сформирован состав и прошло первое заседание. Интерес большой, проблем много, но начинаем их планомерно решать и думаю, что добьемся в этом успеха. Регионы сегодня играют действительно одну из ключевых ролей в развитии экспорта, и экспортная деятельность для многих является бюджетообразующей, оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие. Для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере 4 триллионов рублей, это почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов. Регионы находятся на постоянной, что называется, короткой связи со своими экспортерами, особенно сейчас, когда зачастую они полностью пересматривают свои бизнес-стратегии, действуют оперативно, ищут новых потребителей своей продукции за рубежом и перестраивают логистику на новые рынки. Для эффективности этой работы мы вместе предметно рассматривали все проблемы, принимаем необходимые решения, действуем, можно сказать, точечно в интересах каждого конкретного регионального экспортера, и впоследствии часть этих решений становятся системными. Поэтому новая комиссия – это как раз та площадка, на которой регионы могут делиться лучшими практиками и совместно обсуждать проблемы, предлагать варианты решений и договариваться, что очень важно, о межрегиональном сотрудничестве. В части экспорта это направление является очень нужным. Экспорт играет важную роль в экономике России, обеспечивает прямо или косвенно порядка 31% доходов бюджетной системы страны, более 12 миллионов рабочих мест и почти четверть валового внутреннего продукта. Исторически большая часть ни сырьевого, ни энергетического экспорта приходится на дружественные страны, в том числе Индию, Иран, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Китай. И несмотря на сложности в мировых отношениях, торговый оборот с ними продолжает расти. Условия для ведения внешней торговли изменились, катализатором здесь выступили санкции, но совершенно очевидно, что это был лишь вопрос времени. Вы об этом, Владимир Владимирович, очень подробно сказали, что стагнация европейских рынков в ближайшие десятилетия в любом случае неизбежно привела бы к необходимости переориентации экспортных потоков. Поэтому сложившуюся ситуацию сегодня следует воспринимать скорее как возможность стать первыми на пути и в дальнейшем определять правила игры на этих международных рынках. Эта работа происходит в том числе благодаря тому, что наши экспортеры проявляли способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Начиная с 2022 года они активно перенастраивают свои бизнес-модели, логистические маршруты, осваивают новые рынки сбыта, выстраивают партнерские связи со странами, ориентированными на долгосрочное, взаимовыгодное и уважительное сотрудничество. По итогам 2023 года доля промышленного экспорта с дружественными странами возросла на 15% по сравнению с 2022 годом и достигла почти 80%. Но надо признать, что общий объем промышленного ни сырьевого, ни энергетического экспорта еще не достиг уровня 2021 года, и сегодня наша задача этого уровня достичь и, оттолкнувшись от этой точки, идти ускоренными темпами к выполнению вашего поручения по увеличению к 2030 году на 2/3 ни сырьевого, ни энергетического экспорта по отношению к 2023 году. Сегодня на этом пути мы выделяем ряд проблем или вызовов. Из наиболее острой из них, наверное, это логистика и проведение платежей, то, о чем вы сказали. Я сначала начну с логистики. Логистические ограничения при переориентации экспортных потоков на новые рынки дружественных стран требуют сегодня выстраивания новых маршрутов и донастройку необходимой логистической и товаропроводящей инфраструктуры, расшивку узких мест и обеспечение сквозного логистического сервиса до целевых рынков.
Большая часть грузов для экспорта у нас зарождается, или большая часть грузов в центральной части страны, в Сибири, на Урале, а точки входа на международные маршруты находятся на юге и на востоке. Поэтому необходимо, кроме уже принимаемых решений по расширению восточного полигона РЖД, увеличению плотности автомобильных дорог в восточной части России, также и координация внутрирегиональной инфраструктуры с проектами перспективных международных транспортных коридоров, в первую очередь север-юг и Северный морской путь. И здесь, как вы уже сказали, Владимир Владимирович, нужно поработать над обеспечением транспортной связности. Очень важно от первого до последнего километра, по которому следует экспортный груз.